Суданская роза — это цветок, также известный как гибискус суданский или хибискус суданский. Это растение часто используется в различных кулинарных и медицинских целях. Цветки и плоды суданской розы используются для приготовления чая, а также в приготовлении различных напитков и блюд. Кроме того, из плодов суданской розы извлекают каркади, настой, который получается путем замачивания сушеных цветков в воде. Каркади обладает приятным кисло-сладким вкусом и часто употребляется как напиток. Лечебные свойства чайного напитка каркади используются для устранения и профилактики болезней сердца, печени, ЖКТ, легких и других органов и систем. Продукт усиливает действие антивирусных, противораковых, мочегонных, противовоспалительных и жаропонижающих препаратов. Каркади тонизирует, но не возбуждает нервную систему. Его можно пить днем и вечером. Врачи рекомендуют употреблять продукт после еды до 3 раз в сутки по 200 мл. Перед тем, как перейдем, можно пить каркади горячим или холодным. Хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрят целых 70% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрят его, поддержать работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка подписаться превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. Его можно пить как горячим, так и холодным. Вот некоторые способы, которыми можно наслаждаться каркади. Горячий каркади. Попробуйте его в качестве горячего чая. Просто заваривайте сушеные цветки каркади кипятком, дайте настояться несколько минут и добавьте сахар по вкусу. Можно приготовить холодный каркади, охладив его после заваривания и добавив лед. Можно также украсить его кусочками фруктов или мятой для освежающего вкуса. Каркади с лимоном. Добавьте каркади немного свежевыжатого лимонного сока и кусочки лимона для придания кислотности и свежести. Каркади с медом и мятой. Попробуйте добавить мед и немного свежей мяты для придания сладости и аромата. Каркади с соком фруктов. Добавление сока апельсина, граната или других фруктов может придать каркади дополнительный вкус и цвет. Выбор зависит от ваших предпочтений. Каркади очень разнообразен и может быть настроен под ваш вкус. Этот напиток может быть полезен для женщин разного возраста по разным причинам. Антиоксиданты. Суданская роза богата антиоксидантами, которые помогают защищать клетки от повреждений и замедляют процесс старения. Улучшение общего состояния кожи. Гибискус может способствовать здоровью кожи благодаря своим антиоксидантным свойствам. Поддержание женского здоровья. Некоторые исследования связывают суданскую розу с поддержанием женского здоровья, включая улучшение менструального цикла. Однако важно помнить, что все люди разные, и реакция на чай из суданской розы может различаться. Женщины с определенными медицинскими состояниями или принимающие определенные лекарства должны проконсультироваться с врачом перед включением этого напитка в свой рацион. Польза красного чая для мужского здоровья. Усиливает половое влечение, напиток обладает эффектом афродизиака, помогает избавиться от эмоционального напряжения. Предотвращает развитие простатита, каркади улучшает кровообращение в области малого таза, препятствует развитию воспалений в мочеполовой системе. Восстанавливает силы после физических упражнений. Важно помнить, что употребление каркади следует умеренно, так как в больших количествах он может вызвать проблемы с пищеварением или взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или сомнения, всегда лучше проконсультироваться с врачом перед включением каркади в свой рацион. Чем полезен каркади для организма человека? Повышает сопротивляемость инфекциям. Укрепляет сосуды, предотвращает их закупорку. Снижает риск развития онкологии, противостоит распространению злокачественных клеток. Улучшает работу головного мозга. Активизирует вывод вредного холестерина. Нормализует работу мочевыделительной системы. Снимает воспаление. Ускоряет восстановление поврежденных тканей. Нормализует пищеварение. Выводит токсины. Стабилизирует артериальное давление. Предотвращает развитие невроза, стресса.
Способствует укреплению костей. Улучшает перистальтику кишечника. Препятствует раннему старению. Устраняет запоры. Активизирует работу желчного пузыря. Каркади имеет несколько потенциальных полезных свойств. Антиоксиданты. Каркади богат антиоксидантами, такими как флавоноиды и антоцианы, которые могут помочь защитить клетки организма от повреждений свободными радикалами. Снижение давления. Исследования показывают, что употребление каркади может помочь снизить артериальное давление благодаря своему содержанию антиоксидантов и сосудорасширяющим свойствам. Улучшение здоровья сердца. Регулярное употребление каркади может способствовать снижению риска заболеваний сердца за счет контроля давления и холестерина. Поддержание веса. Этот чай не содержит калорий и может помочь утолить чувство голода, что может быть полезным для контроля аппетита при стремлении к снижению веса. Антивоспалительное действие. Каркади может помочь в борьбе с воспалением в организме благодаря своему антиоксидантному составу. Поддержание здоровья пищеварения. Некоторые исследования предполагают, что каркади может оказывать положительное воздействие на пищеварительную систему и помогать с облегчением симптомов желудочно-кишечных расстройств. Особенности влияния и применения напитка в зависимости от патологии. Подагра. Чай позволяет восстановить водно-щелочной баланс в организме, вывести вредные соли мочевой кислоты. Для предотвращения и устранения болезни заварить каркади по классическому рецепту и употреблять после каждого приема пищи. С лечебной целью выпивать до 750 мл в сутки на протяжении 2 недель. Далее сделать перерыв в 7-10 дней и возобновить терапию. Панкреатит. Каркади позволяет снизить воспаление поджелудочной железы, восполнить запас потерянных в результате заболевания полезных веществ. Употреблять следует чай без сахара, по 1-2 чашки в день после устранения острой фазы патологии. Во время приступа напиток приносит вред, так как повышает кислотность желудка. Сахарный диабет. Каркади снижает вероятность появления осложнений, останавливает развитие патологии, препятствует повышению уровня холестерина и сахара в крови, защищает сердце и печень от разрушения, устраняет гипертонию. Диабетику нужно пить чай без подсластителей 2 раза в сутки по 200 мл. Анемия. В чашке чая содержится суточная норма железа, полностью усваиваемого организмом. Для устранения заболевания следует употреблять теплый чай из суданской розы 1-2 раза в день по 200 мл или по 50 мл отвара 2 раза в сутки. Профилактика рака. Чай насыщает организм антиоксидантами, способными бороться с патологическими клетками. Витамины препятствуют развитию заболеваний, вызывающих онкологию. С целью предотвращения рака необходимо ежедневно принимать 400-600 мл холодного или теплого каркади. Высокая температура. Напиток стимулирует повышение потоотделения и обладает жаропонижающим действием. При простуде употреблять теплый чай до 6 раз в сутки, но не более 600 мл за день. Пить нужно маленькими глотками через 60 минут после приема лекарственных средств с парацетамолом. Совмещение препаратов с растительным продуктом вызывает резкий спад температуры, что негативно сказывается на работе внутренних органов. Помните, что эффекты могут различаться у разных людей, и важно учитывать индивидуальные особенности и ограничения. Если у вас есть какие-либо медицинские состояния или сомнения, всегда лучше проконсультироваться с врачом перед внесением каких-либо изменений в свою диету.